Нихао, друзья! Я уже полгода живу в Китае и думаю, пришло время рассказать, поделиться самым интересным, сколько же стоит жизнь в Китае. А какие здесь цены? Я расскажу лично на своем примере, сколько у меня выходит за квартиру в месяц, сколько я трачу в месяц на еду, интернет, транспорт и все остальное. Все расскажу, поэтому погнали! Что касается темы жилья, снять квартиру в Китае на длительный срок, от 6 месяцев и дольше, совсем не сложно. Но сложно будет найти квартиру на 1-2 месяца. Не сказать, что совсем невозможно, но будет значительно тяжелее. Китайцы почему-то именно привыкли сдавать квартиры на длительный срок, от полугода и выше. Чаще всего здесь работает одна и та же схема. Чтобы арендовать квартиру, вам придется сразу заплатить за первый месяц аренды. Плюс вы должны внести депозит, равный 2 месяцам аренды. Ну и если вы пользуетесь услугами риэлтора, как я, потому что без него очень тяжело, еще закладываете сразу комиссию 50% от 1 месяца аренды вашей квартиры. На примере моей квартиры стоимость аренды у меня 3500 юаней в месяц. Но чтобы начать тут жить и заехать, я сразу отдал 12 250 юаней. Из хороших новостей, по окончанию срока арендного договора этот депозит вам вернут. В моем случае это аж 7000 юаней. Но при условии, естественно, что вы ничего не испортили и не сломали в квартире. Кстати, если вы решите съехать раньше, депозит вам никто не вернет. Я живу практически в центре, поэтому мой вариант не самый дешевый. В других районах подальше от центра можно снимать чуть ли не в 2 раза дешевле. Я видел неплохие варианты за 1700, например. А еще китайцы не всегда хотят сдавать квартиру иностранцам. Как было, например, в моем случае. Когда я смотрел квартиры в этом доме, мне понравилась точно такая же квартира, точно такая же прям планировка, но там ремонт был чуть получше. Все, мы договариваемся с риэлтором, приходит пожилая женщина, смотрит на меня и говорит: нет, я ему квартиру сдавать не буду. Он китайского не знает, как я с ним буду общаться, так что вот такое бывает. Но своей квартирой я в любом случае очень доволен, она мне очень нравится. Дом совсем новый, тут нет соседей у меня, я живу во всем доме один практически. Для меня это плюс, но есть в этом и минус. Из-за того, что до сих пор во многих квартирах делают ремонт, я частенько просыпаюсь под звуки дрели. По квартплате пока я точно не могу сказать. Из-за того, что я как-то заплатил за несколько месяцев сразу наперед, я еще не совсем понимаю, что туда входило. Но могу вот так сориентировать, это не больше 200 юаней в месяц. Мне кажется, 150-200 юаней я плачу в месяц за квартплату. Вот все про все. Скажу еще быстренько про интернет. У меня были некоторые сложности с ним, но это все было из-за того, что, как оказалось, дом новый, еще не успели провести весь интернет, это все оптоволокно или как оно там. Поэтому я нашел для себя другой вариант. Я заказал себе такой мобильный роутер на Taobao. Обошелся он мне 300 юаней плюс 100 юаней в месяц я отдаю за безлимитный интернет. Скорости мне более чем хватает, учитывая, что я почти каждый день загружаю большие файлы, видеофайлы. Так что можно с ним везде ходить, и на прогулки, и в машине, и где угодно. В общем, вот так обстоят дела с жильем, с арендой квартир в Китае. Если кому-то нужна помощь с этим в Гуанчжоу, пишите, я дам контакты риэлторов как минимум. Да и вообще, если нужна какая-то помощь, что-то подсказать по Китаю, пишите, я все, что знаю, расскажу. You might catch her riding high upon the waves down in Newport, California. You might catch her in Manhattan taking names, talking tough like a New Yorker. You might catch her out in London drinking late, running a tab she can't afford. And the people say she's living life the way that she should before she's older.
За 5 месяцев тут я, к сожалению, не нашел блюда, которое бы мне очень понравилось. Есть неплохие, прям очень неплохие, достойные блюда, вкусные. Но прям, чтобы вот в самое сердечко, такого пока нет. Но, справедливости говоря, я не то чтобы сильно экспериментировал. В первые месяцы я немного почувствовал, как острая пища бьет мне по желудку, и немного прекратил эксперименты. Поэтому, возможно, все еще впереди, возможно, я найду еще миллион вкусных блюд. Я уверен, тут есть они, которые мне подойдут, но пока вот так. И действительно очень скучаешь по нашей еде, я очень скучаю по нашим продуктам. Поэтому мне ничего не осталось, как начать самому готовить. Я до этого никогда, вот честно, я никогда до этого толком не готовил. Все, что я умел, это 3 коронных блюда любого мужика: пельмени, бутерброды и яичница. Тут же я уже научился готовить и куриный супчик, и макароны с грибами, и пасту, и картошечку пожарить с мяском. И просто, мне кажется, у меня границы теперь стерлись, я теперь могу все вообще, я даже драники готовил. С продуктами проблем нет, вы можете купить все те же самые продукты, что и у нас, заказать с доставкой на дом. Ну, почти все. Сейчас я расскажу о небольшом нюансе. Но в целом ты можешь прекрасно питаться. Если ты можешь сам готовить, ты будешь хорошо питаться. Нет ничего страшного в том, что китайская еда где-то может тебе не подходить и не нравиться. С этим разобрались. Не нравится китайская еда, не ешь. Готовь дома сам, никаких проблем. Но есть проблемы с рядом продуктов, такие как молочные. Вот все, что кефир, молоко, сметана, сыры, с этим есть проблемы. С мясными продуктами большие проблемы тут. Все колбасы, все сосисы, сардели, все это есть тут совершенно невозможно. Я сколько раз заказывал, все летело в мусорку. Но это Китай, тут можно найти абсолютно все. И можно найти также любые российские продукты на самом деле. Просто это будет дороже. У нас, например, в Гуанчжоу есть русский магазинчик прям с доставкой на дом. Также открываешь, там все. Краковская колбаска, все сыры наши, сметана простоквашино, русские пельмени, что угодно. Но цены уже кусаются. Еще можно посмотреть на Taobao, где покупается абсолютно все, от домашних животных, автомобилей, одежды. Там же можно найти русские продукты. Вы просто находите фотографию русского продукта, который вам нужен, вбиваете в Taobao, и он вам находит. Может быть чуть дороже, может быть такая же цена даже как в России. Единственное, что придется подождать доставку на такие товары дня 4, может неделя. Так что, я считаю, что нет глобальной в этом проблемы. Найти можно в Китае абсолютно все. Где-то просто придется чуть-чуть переплатить, где-то чуть-чуть подождать. Вот и все. Теперь давайте я вам покажу стоимость продуктов на примере приложения, которым я регулярно пользуюсь. Это доставка на дом. Я вот уже немного накидал продуктов в корзину, которые я плюс-минус регулярно покупаю. Сейчас я вам покажу и озвучу цены. Вы уже сами сравните со своими ценами их, потому что я, честно говоря, уже стал подзабывать, какие цены были в России. Итак, я буду озвучивать цены сразу в рублях. Не совсем точно, нужно умножать на 13, но я думаю, плюс-минус понимание будет. Поехали. Куриная грудка 400 грамм, 10 юаней, 130 рублей. Шампиньоны 230 грамм, 70 рублей. Морковь 350 грамм, 25-26 рублей. Лук 400 грамм, 75 рублей. Бананы вообще бесплатные. 600 грамм бананов почему-то бесплатно, 0,1 юань. Я не знаю, но уже не первый раз такое вижу и действительно привозят. Не знаю, с чем это связано. Яблоки дорогие. 300-350 грамм, 15 юаней, это 200 рублей. Упаковка чокопая, 160 рублей. Пачка риса, 1,5 килограмма, 150 рублей. 700 грамм масла, 14,5 юаней, там 170, 160, 170 рублей. Кетчуп 120 грамм, 50 рублей. Майонез 200 грамм, 150 рублей. Полкило огурцов, 25 рублей. Помидоры 250 грамм, 60 рублей. Полкило картошки, 50 рублей. Спагетти 500 грамм, 140 рублей, 2 десятка яиц, 150 рублей. Ну вот у меня вышло 144 юаня, при том, что некоторые продукты, у меня вот тут, например, куриные грудки, я взял 3 штуки, помидоры я тоже взял x2 и картошки x4. Ну да, оно вот столько и выходит, 150, примерно 200 юаней я могу тратить на продукты в неделю. И я считаю, что я замечательно питаюсь, и можно питаться еще дешевле, я вот уверен, что даже не съем это все. Но куда мне 1,5 килограмма риса? Так что вот вам ориентир. Я трачу примерно 8-10 тысяч рублей на продукты в месяц. Можно питаться, точно можно питаться дешевле и при этом не умирая с голоду.
Китайцы на самом деле редко готовят дома, поэтому зачастую у них и небольшие кухни в квартирах. Чаще всего они кушают в чифаньках. Чифаньки — это такие забегаловки, столовые по-нашему, где дешево и сердито. Они есть практически на каждой улице. С 12 до часу это святое время для любого китайца, потому что это время обеда. Что бы ни происходило, какая бы работа у вас ни была, они все бросают, в 12 часов ровно встают и все уходят на обед. Честно сказать, я пришел сюда, заказал любое блюдо просто ради кадра, чтобы стол пустым не казался. Но, блин, это очень вкусно. Очень вкусный рис, очень вкусное мясо. 15 юаней, не знаю, меньше 200 рублей. Я заказал утку с рисом. Капец, во-первых, огромная порция, тут на троих, мне кажется, хватит. И это очень вкусно. Действительно очень вкусно, мне кажется, я нашел свою чифаньку. Сейчас еще быстро забежим в Мак. Я вам покажу цены на фастфуд, они немного здесь отличаются. Мне кажется, они повыше тут. Ну вот смотрите, почти все по 700 рублей. Почти все. Ну вот 450. Вот это вот 700. Ну, я не помню, я могу уже ошибаться, но мне кажется, у нас было подешевле. Знакомьтесь, это мои друзья, Андрей, Тигран. Мы приехали сегодня на Пекинскую пешеходную улицу. Это довольно популярное место туристическое, но приехали мы сюда, потому что тут очень много китайского фастфуда, который мы сегодня будем дегустировать. Что ты пробуешь? Я пробую какие-то шары. Они очень ядерно выглядят. Я знаю, что это что-то острое. Материться нельзя будет? Я не понимаю. Это не похоже на колбасу. О, 7? Структуры у него нет, как будто это что-то неестественное. Вообще очень. Реально похоже на какой-то кусок сои. Синтетики. Запах. Пахнет как будущий гастрит. Я должен доесть, да, потому что мне нравится. Это на 9 из 10. Это реально. Это прям вкусно. Это вообще не пахнет кукурузой. Даже больше на мясо похоже, чем то, что мы пробовали. Больше как морковка. И остро. Естественно, остро. Дешевое мясо, дешевая сосиска. Дешевая палка. На вкус, как будто дошираком обвернули ее. Похоже на гриб длинный. Но это сосиска. Это сосиска. Ну, это Это сосиска. оказалось сосиской. Это сосиска. Да я В виде знал. гриба. Эй, Да ты не брызни, блин! Вкус просто острый. о, бумага А4 жевали когда-нибудь если? Ну, это остро. Какие итоги мы можем подвести из всего, что мы сегодня попробовали? Расскажет нам Андрей. Судя по цвету моего лица, еда довольно-таки острая. Но в целом все очень остро и очень жирно. Соя везде чувствуется, вот это запах. Что это за запах? Я ощутил просто кучу всего искусственного. Да, Вот да. ты ешь, и ты не радуешься. Ты просто понимаешь, что это что-то новое, но ты не получаешь наслаждение. Ты просто типа, ну, поел и окей. Да, как будто вот еда напечатана на 3D принтере. Вот такое ощущение. Я пришел на самый обычный открытый стадион в Китае, и вы посмотрите, сколько народу бегает, сколько людей занимаются спортом. И так каждый вечер в любом дворе, куда вы не выйдете, везде вы увидите группу китайцев, которые будут танцевать, петь, играть в настольный теннис, бегать, что угодно. Еще можно упомянуть транспортные расходы и сразу в целом обобщить. Передвигаться в Китае очень дешево на любом виде транспорта, только если у вас не собственный бензиновый автомобиль. Бензин в Китае очень дорогой, по-моему, литр 95-го стоит 100 рублей. Это беда. Именно поэтому в Китае все меньше становится бензиновых автомобилей, все больше электрических и гибридных. И это классно, я считаю. Вот мы сидим в 2 метрах от дороги, и я даже машин не слышу, очень тихо, спокойно. Слышу только, как шуршат покрышки об асфальт. Первые 3 месяца в Китае я передвигался практически только на такси, потому что я думал, что это очень дешево. Но, как оказалось, такси – это самый дорогой способ передвижения в Китае. Но если сравнивать с нашим такси, допустим, тюменским, наше будет подороже даже. Тут я отдаю примерно за такси 250-300 рублей, при этом проезжая
намного большее расстояние, чем я бы проезжал в Тюмени. То есть такси здесь относительно недорогое. Если сравнивать с Москвой, так вообще копейки. А машины приезжают иногда такие, как будто ты президентский люкс заказывал. Но в последнее время я открыл для себя метро. Метро в Китае — это нечто. Я очень полюбил здесь метро, потому что очень быстро, удобно, комфортно. Здесь очень чисто, еще и при этом дешево. Ты добираешься очень дешево в любую точку города. От 2 до 4 юаней стоит проезд. Это в 10 раз дешевле, чем такси. Минуя все пробки, куда угодно. Единственное, пробки бывают в самом метро. Я такое видел только один раз. Это было на новогодние праздники, сразу после праздничного салюта, можно понять. Но говорят, что в час пик здесь то же самое происходит. Пробки из людей. Сразу невозможно попасть в свой вагон, приходится отстоять еще какую-то очередь. Еще в Китае очень распространены байки и велосипеды. Они стоят просто на каждом углу. Их миллионы. Мне кажется, их больше, чем самих людей. Потому что действительно на каждом перекрестке их тысячи стоит. Я пользуюсь пока только велосипедом, плачу за него 12 юаней в месяц, это подписка, безлимитная подписка на велосипед. Я могу подойти, взять любой велосипед синий и кататься сколько угодно, это будет бесплатно абсолютно. Взял, покатался, поставил, дальше пошел. Очень удобно. Байками пока не пользовался, для некоторых нужен китайский ID, для других банковская карта, ни того, ни другого у меня пока нет, поэтому мне велосипеда достаточно и метро. Ну и, конечно, автобусы. Автобусов полно, повсюду. Проезд очень дешевый, стоит 2 юаня всего. Пожалуйста, садись, езжай со всеми удобствами. On the road, I've been away for far too long. But now I'm on my way back home. I hear the west winds. Ну что, давайте посчитаем, сколько же стоит жизнь в Китае, сколько стоит месяц проживания в Китае. Элементарно разберем на моем примере. 3500 юаней у меня квартира, 300 юаней интернет плюс коммунальные услуги, 800 юаней продукты на месяц и примерно 400 юаней транспортные расходы, но это прям с учетом, что мы разъезжаем на такси. Итого мы получаем, мне нужно 5000 юаней, чтобы комфортно здесь жить. Это примерно 60 тысяч рублей. Но мой пример далеко не самый бюджетный. Квартиру можно снять в 2 раза дешевле. Продукты и транспортные расходы я тоже считал с большим запасом. Поэтому я думаю, что можно прожить на самом деле на 3-3,5 тысячи юаней без проблем. И вы не будете себя плохо от этого чувствовать, вы не будете себя сильно ущемлять в чем-то, либо голодать. Я надеюсь, какое-то понимание стоимости жизни и цен я дал. Дальше каждый делает выводы сам для себя. И не забывайте, в Китае зарплаты в несколько раз выше. Поэтому эти 40 тысяч рублей в месяц могут стать для вас несколькими часами работы здесь. Так что вот. Спасибо, что досмотрели. Пока.